Россия 1998 года. Уже несколько лет действует новая конституция, закончилась война, гиперинфляция позади, а экономика в последнее время даже немного начала расти. Не будет девальвации, все, твердый и четкий. Твердый и четкий. И вдруг, через 3 дня после этого заявления, у нас нет теперь ни денег, ни на похороны, что отложили деньги. Это как вы думаете? Его надо. Кого? Ельцина! 17 августа в России случился крупнейший финансовый кризис. Для многих россиян в этот день навсегда изменилось отношение к десятилетию реформ и к тем, кто эти реформы проводил. Кризис продлился недолго, но его в России помнят до сих пор. Я Марина Бочарова. В этих видео я рассказываю, как события 90-х влияют на нашу сегодняшнюю жизнь. The financial meltdown of 1997. Thailand and Korea. The economies of Indonesia, Thailand, Korea, Burma, and Japan are in deep trouble. Летом 1997 года в Восточной Азии начинается финансовый кризис. Инвесторы выводят деньги с развивающихся рынков, в том числе из России. К концу года падают цены на нефть, которая еще с советских времен была одним из 2 главных российских экспортных товаров. Обвал цен на нефть и сокращение доходов от экспорта привели к еще большему увеличению дефицита российского бюджета и к кризису платежного баланса. А к этому добавился еще и кризис доверия на рынках, который начался ближе к декабрю 1997 года. Кризис платежного баланса – это когда резервы практически закончились, а заимствовать больше негде. Что и произошло в России вслед за падением цен на нефть. При этом с дефицитным бюджетом страна живет уже много лет. Заработать бюджету негде. Налоги практически не платят, и каждый год государство тратит больше, чем зарабатывает. Международный валютный фонд дает России кредиты, но их тоже недостаточно. В декабре 1997 года Госдума принимает бюджет на следующий год. Расходы там превышают доходы больше, чем на 100 миллиардов рублей. А тратить нужно много. Правительство продолжает финансировать убыточные госпредприятия, которые остались еще с советских времен. Плюс большие расходы на социальную сферу и зарплаты бюджетникам. Кроме этого, России в наследство от СССР достался внешний долг. Россия в 90-е начинала сложные структурные реформы, там приватизацию, изменение макроэкономической политики, уже будучи обремененной достаточно большими долгами. Тогда, в 1993 году, ввели в обращение ГКО – государственные краткосрочные облигации. Это ценные бумаги с оборотом на рынке от нескольких месяцев до года и с высокой доходностью. ГКО – это госдолг. Он есть во всех странах. Но в странах со стабильной экономикой это, как правило, долгосрочные кредиты под низкие проценты, которые государство берет у банков и граждан. России в 90-х долгосрочные кредиты давал только Международный валютный фонд, а инвесторы из-за высоких рисков вкладывались только в краткосрочные бумаги. А чем выше риск, тем выше доход. Довольно скоро на рынок пускают иностранные компании. К 1997 году нерезиденты держат примерно треть рынка ГКО. ГКО должны были помочь закрыть дефицит бюджета, пока государство не научится собирать налоги. Потом они бы превратились в обычный долгосрочный кредит под более низкий процент. Но время шло, доходы не покрывали расходы, и ГКО превратились в финансовую пирамиду. Например, накануне президентских выборов 1996 года доходность по ним взлетала выше 200% годовых. Вскоре новые облигации стали продавать, чтобы покрыть долг по предыдущим. Система чем-то напоминала микрозаймы. Вы берете 100 рублей, но из-за того, что вы ничего не зарабатываете, чтобы вернуть эти 100 рублей, вы берете займ уже на 130 рублей. К 1997 году, благодаря ежедневным тратам из валютных резервов, курс держится стабильно на уровне 6 рублей. Денег на выплаты по ГКО еще хватает. Все, кажется, наконец работает. Вот тогда и случается азиатский кризис. Многие в России и даже МВФ не думали, что азиатский кризис серьезно повлияет на российскую экономику. Но правительство России оказалось в цейтноте. Поскольку у России не было накоплений, не было резервов, нужно было сокращать расходы. Но просто представьте себе ситуацию. Страна только начала восстанавливаться после коллапса советской экономической системы, а властям нужно сказать людям: мы будем платить вам меньше, потому что где-то в Азии случился кризис. Политически это было нереально.
С падением цен на нефть денег в бюджет поступает еще меньше. Экономисты уже тогда предупреждают о том, что нужно девальвировать рубль. В этом случае доходы от экспорта увеличились бы, а резервы, которые тратятся на поддержание рубля, удалось бы сохранить. Но сделать это не решаются. Начинается отток капитала. Иностранцы продают свои ГКО и выводят деньги из России. Весной 1998 года Борис Ельцин назначает новое правительство во главе с Сергеем Кириенко. Кириенко вносит в Госдуму пакет антикризисных мер, но оппозиционное Кремлю коммунистическое большинство в парламенте раз за разом их отклоняет. Сергей Кириенко пришел в правительство только весной 1998 года, а другие слишком держались за идею твердого рубля. Это была гордость российских властей. Не было ощущения грядущей катастрофы. Наоборот, как-то все налаживалось, то есть цены, зарплаты. Что это? Это была видимость? Да, видимость. И видимость, за которую платили вот этой огромной махиной ГКО, бесконечными заимствованиями государства. Это была видимость, которая поддерживалась тем, что за нее платили взятыми в долг деньгами. Когда правительство не имело возможности больше заимствовать, то есть, по сути, рынки просто отказывались покупать облигации, да, их не устраивала та доходность, которую правительство предлагало. Ну, тогда, собственно, такие большие процентные платежи, они вот как раз и, так сказать, предопределили дефолт, ну, то есть, по сути, такой финансовый кризис. К 17 августа денег в казне не остается. Платить по ГКО нечем. Такой возможности у нас больше нет. Нужны четкие, понятные и очень прагматичные решения. Правительство решается временно заморозить выплаты по ГКО, в том числе иностранным кредиторам. Курс рубля отпускают. На что жить? Колбаса за неделю выросла на 10 рублей. 9 августа должны были выплатить мне, а я сдала на 3 месяца. Мне не дают их. Не дают, говорят, нет валюты. Как же так? Почему они взяли мои деньги и не дают мне? Это же грабеж. Доллар вырастает почти в 2 раза. Цены в магазинах тоже в несколько раз увеличиваются. Сахар, который еще в июле стоил около 4 рублей, к сентябрю будет стоить 10 рублей, а к концу года – 12. В банках не выдают наличные, не проходят платежи, а ГКО продают за 15-20% от их номинальной стоимости. Мы потеряли практически весь капитал банка. Мы только в ГКО потеряли в одну ночь более 100 миллионов долларов. В России 1998 года было больше 2000 коммерческих банков, сотни из которых обанкротились после 17 августа. Сгорели деньги множества компаний и людей. Но в тот момент в России банковская система еще не была развита. Системный контроль, международные стандарты отчетности, регулирование рисков – все это начало появляться только в 2000 году. Финансовый кризис, как вскоре оказалось, пошел российской экономике на пользу. Предприятия, которые не успели адаптироваться, обанкротились. И уже меньше, чем через год, экономика снова начала расти. Этот кризис уничтожил эту проблему неплатежей, которая как раз, так сказать, парализовала экономику в 90-е. Те компании, которые экспортировали, они стали, их в рублевом выражении их прибыль, она стала больше. Из-за ослабления курса эти компании, они стали приводить выручку в Россию, и экономика стала наполняться деньгами. Кроме этого, начался рост промышленности. Выгодно стало не покупать условные телевизоры или машины за границей, а производить их в России. На месте обанкротившихся компаний начали появляться частные предприятия. Из-за дешевого рубля, свободных мощностей и незанятых рук в Россию начали приходить иностранные компании. Вскоре начали расти цены на нефть, и это существенно помогло росту экономики. В 1999 году они поднимались до $26 за баррель. Именно благодаря опыту 1998 года был создан стабилизационный фонд 2004 года, нефтяной фонд. Именно благодаря этим урокам Россия досрочно где-то в 2006 году, если я не ошибаюсь, погасила, уже рассчиталась с внешними кредиторами и стала, так сказать, аккумулировать эти дополнительные нефтяные доходы. А еще это был конец политики младореформаторов и начало нового курса. Правительство Кириенко, которое принимало непопулярные, но важные в тот момент решения, ушло в отставку. Его место занял Евгений Примаков, а через год ему на смену пришел Владимир Путин. Именно с этого момента возникает представление в кремлевских элитах, что преемником должен быть силовик, интеллигентный силовик. Это слово все чаще встречается в кулуарах Кремля.
И именно поскольку это тот самый человек, который сможет навести порядок. Вот, потому что изначально он приходит, конечно же, как продолжатель реформы. Новому президенту в каком-то смысле повезло. Экономика начала расти, как и цены на нефть. А вместе с ними росла и народная поддержка президента. Люди к концу 90-х окончательно устали от состояния нестабильности, в котором страна находилась последние 10 лет. Возвращалась ностальгия по всему советскому и усиливалось недовольство реформами и властью. Обещания нового президента навести порядок внушали жителям России оптимизм и надежду на долгожданную стабильность. Примерно тогда, в начале нулевых, начал формироваться сегодняшний образ 90-х. Времени, о котором официально говорят, как о какой-то страшной сказке на ночь. Какие угодно решения, как это было, скажем, в середине 90-х, когда всем все обещали, и никто ничего не исполнял. С тех пор каждый раз, когда кто-то чем-то недоволен, кто-то другой может возразить. А помнишь, как было в 90-е? Как правило, после этого все вопросы снимаются.